И снова здравствуйте! Как я и обещал, сегодня мы будем собирать нечто очень интересное. А собирать мы будем сегодня свой собственный настоящий компьютер. Как вы уже догадались, собирать мы будем легендарный ZX Spectrum. Но не простой, а один из самых продвинутых, а именно ATM Turbo 2 Plus. Для понимания общей картины хотелось бы немного рассказать об этом чуде инженерной мысли. Вообще ATM Turbo довольно загадочная машина. О ней много писали, многие слышали, но владельцев было крайне мало, хотя об ее потенциале знали многие. Все это связано с тем, что авторы добавили в схему защиту от клонирования в виде микросхемы HL8, в прошивку которой вынесли часть функционала и без которого компьютер просто не заработает. В связи с этим ATM-ки производились только авторами схемы и не получили такого широкого распространения, как те же Ленинграды или Пентагоны, платы которых штамповались всеми, кому не лень. Так в чем же превосходство этого компьютера? Давайте посмотрим на характеристики типичного клона начала-середины 90-х. Процессор с тактовой частотой 3,5 МГц, 48 или 128 килобайт оперативной памяти, режим Sinclair с разрешением 256 на 192 пикселей, 40 или 58-кнопочная клавиатура, а также опциональное наличие дисковода и звукового сопроцессора. Так вот, ATM Turbo предлагает все то же самое, плюс параллельные последовательные порты, АЗУ на 1 МБ, Covax – это примитивный аналог звуковой карты, режим CPM с разрешением 320 на 200, расширенный режим 640 на 200 пикселей, поддержку IBM совместимой клавиатуры с интерфейсом PS на 2, разгон процессора до 7 МГц, АЦП для работы с аналоговым сигналом, стереозвук и поддержку жестких дисков. Конечно же, был вариант реализовать большинство этих плюшек и на более простых компьютерах при помощи плат расширения, но такого функционала сразу на плате никто предложить не мог. А если хотите больше узнать об отечественных спектрумах на стероидах, советую заглянуть на канал Sinclair, где автор широко раскрывает тему модернизации этих машин на постсоветском пространстве. А почему, собственно, именно ATM? Ведь есть и другие довольно прокачанные клоны в виде того же Скорпиона или Профи. Да все очень просто. Первым моим компьютером была ранее модель Скорпиона. Хоть появился он у меня достаточно поздно, но в литературе еще часто фигурировала реклама ATM Turbo. Была она как в относительно свежих печатных журналах, так и в электронных изданиях, коих мне досталось приличное количество. Я понимал, что Скорпион — это весьма неплохая машина, которая имеет на борту целых 256 килобайт памяти, в то время как основная масса могла похвастаться лишь 128 килобайтами. Но турборежим и целый мегабайт памяти не давал мне покоя. С тех пор ATM так и остался мечтой юности, которую я хочу наконец-то осуществить. Для сборки компьютера нам понадобится сама плата, чуть более сотни необходимых микросхем, кучка резисторов, панельки, больше панелек, прочая мелочь, еще больше панелек. Пока что все выглядит довольно страшно, но в скором времени мы это исправим. Моя плата – это слегка модернизированная и вылеченная от детских болячек последняя версия от фирмы MicroArt, где 32 чипа отечественной АЗУ RU5 заменены на 2 чипа современной памяти. Часть микросхем я буду запаивать сразу на плату, а те, с которыми могут быть проблемы, я посажу в панельки. В панельки также пойдут все жирные чипы – HL8, музыкальные центральные процессоры, контроллер клавиатуры и дисковода, а также все чипы ПЗУ.
Когда основные компоненты запаяны, можно сделать первый запуск. Черный экран и отсутствие дыма – это хороший знак. Вставляем процессор ПЗУхи контроллера и проверяем еще раз. Бордюр с матрасом у нас есть, а значит процессор и память работают. После перетасовки некоторых микросхем удалось добиться какой-то картинки. Вообще у всех плат ATM есть неприятная особенность в виде плохой разводки по питанию, и для того, чтобы уменьшить количество помех, необходимо напаять блокировочные конденсаторы. Конденсаторы напаяны и пробуем включить еще раз. Из-за инертности блока питания приходится делать сброс после каждого старта. Совсем другое дело. Турбо загружается в стартовый экран и входит в режим спектрума. Настала очередь проверить клавиатуру. А теперь принимаемся за дисковод. Контроллер дисковода питается от 5 и от 12 вольт. Перед подключением необходимо убедиться в наличии обоих напряжений, иначе контроллер может выйти из строя. Дисковод работает превосходно, и переходим к жесткому диску. А вот с жестким диском я залип примерно на неделю. По непонятным причинам отказывались читаться как обычные винчестеры, так и компакт-флешки, подключенные через переходник. При старте компьютер просто зависал намертво. После изучения протокола жесткого диска и проверки схемы была найдена ошибка на плате. Вместо инверсного сигнала готовности диска на плату приходил сигнал режима DMA, и процессор ставился в ожидании окончания инициализации. Проблема решилась перекоммутацией контактов в разъеме. Когда основные режимы проверены, можно заняться нормальной организацией питания. Для этой задачи я вытравил вот такую плату. Основная нагрузка лежит на C5 вольт, поэтому я использовал мощный DC-DC преобразователь с радиатором. А для 12 вольт поставлю дешевый китайский модуль. Для отрицательного напряжения я распаяю преобразователь на плате. Блок питания готов, и теперь можно проверить работу ковекса. Устанавливаем недостающий чип и запускаем демку. Звук есть, а значит ковекс работает. Вот так при помощи паяльника, кучки деталей, кучи затраченного времени и почти прямых рук был собран замечательный компьютер, который доставит множество часов удовольствия и окунет в неповторимое чувство ностальгии по классным играм и бомбическим демкам. Но, господа, Spectrum был бы не Spectrum'ом, если бы так просто взять и закончить эту историю на такой ноте. В целях расширения функциональных возможностей своих компьютеров умельцами было сделано большое количество доработок и дополнительных устройств. И было бы просто неприлично все оставить как есть. Из доработок я решил вывести включение турборежима на кнопку, чтобы была возможность в любой момент времени переключать режим, а не только из BIOS, сделать турбирование дисковода, добавить адаптер для джойстиков от Мегадрайва и реализовать поддержку Kempston мыши. И начать я решил с последнего. Так как контроллер мыши нужно подключать к адресной шине и шине данных процессора, а на этой плате нет портов расширения, то самый очевидный вариант – сделать переходник на процессор и на нем уже подключаться к шине.
Выбрана была самая простая схема на Тиньке 2313. От утюжного метода изготовления плат в пользу фоторезиста я ушел давно. А почему, объясню чуть позже. Наклеиваем фоторезист на плату, прогоняем ее через ламинатор, нагретый до 70-80 градусов, чтобы выгнать воду и для наилучшего приклеивания фоторезиста к плате. А дальше... Для засветки фоторезиста я пользуюсь самодельным ЧПУ-гравером с лазером 405 нанометров. Он позволяет создавать платы охрененного качества, которые луту даже не снилось. При этом избавив от всех его недостатков в виде печати на рекламных буклетах, недостаточной плотности тонера и прочих шаманств с утюгом. Правда, процесс занимает чуть больше времени, но результат того стоит. Получилась вот такая плата. Наведем еще немного красоты и покроем плату маской. А затем распаяем и... Короче, приехали. Мало того, что я процессор на плате развел не той стороной, так еще и вовремя не заметил буфер, который стоит на шине данных процессора. Короче, черт с ним, потом что-нибудь придумаю. Тем временем перейдем к следующей плюшке и будем делать плату турбирования дисковода. Контроллер дисковода по паспорту может работать на двух частотах: 1 МГц для обычных дисков и 2 МГц для дисков высокой плотности. Так как на спектрумах диски высокой плотности не поддерживаются, то и с переключением режимов никто не заморачивался. Суть турбирования состоит в том, что при чтении записи контроллер будет использовать частоту в 1 МГц, а при перемещении головки мы будем поднимать частоту, и она начнет двигаться в 2 раза быстрее. Большого выигрыша в скорости чтения это нам не даст, но зато дисковод начнет работать значительно тише. Вот так выглядит все это безобразие на плате. Дополнительно только надо будет кинуть частоту в 2 МГц. Осталось изготовить последнюю плату, на которой будут распаяны адаптер джойстика, кнопки управления разгоном и коннекторы для звука и мыши. Когда все собрано и отмыто, нужно проверить работоспособность нашей платы. Начнем с кнопки турбирования. Переключение частоты есть, а значит кнопка работает. А еще я упустил из виду особенность местного стереозвука. О настоящем стерео, конечно же, речь не идет. А работает оно вот как. Звуковой процессор имеет 3 канала, как бы сказали лет 15 назад, трехголосную полифонию. Так вот, 2 канала процессора разносят по 2 каналам стерео, а третий делят пополам. И если подключить компьютер к усилителю только левым или правым выходом, то слышать мы будем ровно половину музыки. Один из 3 каналов останется на другом выходе. Как получилось и у меня. Мой старенький автомобильный телевизор имеет только моновход. Нужно сделать возможность смешивания стерео в моно и сделать это отключаемым. Я не придумал ничего лучше и просто кинул конденсатор между каналами через перемычку. А переключатель подпаял между выходами джойстика и звука. Я знаю, что это костыль и есть более правильное решение, но работает и ладно. Вот теперь можно с чистой совестью заканчивать эту главу, но еще не историю. Так как пока у нас есть только набор плат и кучка проводов. Просто засунуть это в какой-нибудь старый PC-шный корпус будет слишком легко и неспортивно. Поэтому в одном из следующих видео попробуем также с нуля изготовить кастомный корпус для нашей турбо. Кого интересует финансовая сторона вопроса, то примерная стоимость плат вышла в районе 6500 рублей. Сюда входят все комплектующие и некоторые непредвиденные расходы. А чтобы стимулировать создание новых видео, поддержи канал своим лайком и комментом, ведь обратная связь – это лучшее поощрение от зрителя. Отдельную благодарность хотелось бы выразить Александру Исмагилову с форума ZXPK.ru за помощь в сборке и наладке платы. А на сегодня это все. Всем удачи и пока!